Татуировка – процесс нанесения стойкого рисунка на тело человека методом местного травмирования кожных покровов с введением в подкожную клетчатку красящих пигментов. Чем вредны татуировки и стоит ли их наносить? Здравствуйте, мои хорошие! Слово «тату» является производным от таитянского «татау» и маркезанского «тату», что означает «рана», «знак». Доктор Гельштерн в работе «Татуировки у преступников», говоря о происхождении термина «татуировка», утверждает, что это мореплаватель Кук привез его с острова Гаити, где местные жители наносили татуировки для отметки членов своего племени в знак наступления половой зрелости, каких-либо особых заслуг перед племенем, из суеверий и так далее. Различные виды татуировок практиковались у светлокожих народов всего мира, а у темнокожих заменялись рубцеванием. У различных народов татуировка нередко служила наказанием. А в японской провинции Чукудзен с 17 по 19 века в качестве кары за первое преступление разбойникам носили горизонтальную линию через лоб, за второе – дугообразную, а за третье – еще одну. В итоге получалась композиция, составляющая иероглиф «ину» – собака. А в Древнем Китае одним из 5 классических наказаний тоже была татуировка на лице. Также метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей. А испанские конкистадоры продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Первые сведения о татуировке среди европейцев, по сообщению профессора Рикке, относятся к началу XVIII века, когда на ярмарках стали появляться татуированные люди, которые за деньги демонстрировали свое тело. Во время Первой мировой войны в Британии татуировкой в виде буквы «Д» метили дезертиров. В Германии выбивали номера жертвам концлагерей. Широкое распространение татуировка получила среди преступников. А бывали случаи, когда при помощи татуировок раскрывались преступления. Первоначально, являясь отличительными признаками того или иного племени или нося глубокий сакральный смысл, нательные знаки превратились в модное течение и целый вид искусства. Как и всякая мода, это тоже подвержено приливам и отливам. В настоящее время общество переживает бум моды на тату. Но не надо забывать, что не все, что модно, полезно для здоровья. Некоторые увлечения, продиктованные модой, могут быть вредны и даже опасны для жизни. По статистике, 50% людей, украсивших себя татуировкой, предпринимают меры по ее удалению в течение 10 лет. К сожалению, неизвестно, сколько тех, кто жалеют о нанесенной татуировке и не удаляют их по причине довольно высокой стоимости этой услуги. К слову, она стоит гораздо выше, чем нанесение тату даже в очень хорошем салоне. Татуировка – это несмываемый рисунок и представляет из себя нечто среднее между косметической процедурой и медицинской операцией. С помощью иглы под кожу вводится пигмент, который остается там навсегда. Основная масса мастеров, занимающихся этим искусством, используют для работы электрические татуировочные машинки, действие которых напоминает работу швейной машинки. Пигмент вводят под кожу с помощью специальной иглы на глубину до 3 мм. Перманентный макияж, татуаж, цветовая коррекция формы губ, бровей, век тоже считается татуировкой. Безопасны ли татуировки? Как оказалось, плюсов у татуировки очень мало. Вы не получите ничего положительного, кроме красивого рисунка на теле, и то, если попадете к хорошему мастеру. А вот минусов хоть отбавляй. С точки зрения медицины, ни одна из татуировок полностью безопасной считаться не может, какие бы возражения ни выдвигали мастера тату-салонов. Неблагоприятные последствия от татуировок касаются в основном 2 моментов: занесения инфекции в организм и попадения в кровь токсических веществ. Плюс к этому татуировка, которую сделали только что, это то же самое, что и открытая рана, которая будет заживать от 2 недель до нескольких месяцев. Если за ней не ухаживать должным образом, то в рану попадет инфекция. Самую большую опасность для жизни человека несут неизлечимые болезни, которые передаются через кровь, такие как СПИД, ВИЧ, гепатит. Если вы попали к недобросовестному мастеру,
который не пользуется одноразовыми иглами, вы не застрахованы от того, что предыдущий клиент мог быть носителем этих страшных заболеваний, которыми он может наградить и вас. А людям, сделавшим татуировки, даже запрещается быть донорами в течение 12 месяцев после нанесения тату. Но даже если вы попали к мастеру, который использует в своей работе только новые иглы, вы можете заразиться через чернила, так как для каждого клиента должна быть индивидуальная баночка с этим красителем. Важно, чтобы на коже в момент нанесения татуировки не было никаких воспалительных элементов, вроде прыщей, гнойничков, незаживших ранок и тому подобное. Кожа также должна быть тщательно очищена перед процедурой. С аллергией все намного сложнее. Аллергические реакции делятся на два типа – немедленного и замедленного типа. Немедленные проявляются непосредственно после воздействия аллергена, а замедленные – по мере того, как накапливается иммунный ответ на постоянное токсическое воздействие. Это может произойти через неделю и через год, и даже спустя годы. Применение пигментов не контролируется органами здравоохранения, а ряд красителей, которые используются мастерами-татуировщиками, предназначаются для промышленности, применяются для печати на бумаге или для покраски автомобилей. Представьте, что все это всасывается в кровь и попадает во все органы и со временем может вызвать серьезные заболевания. Если у человека недостаточно сильный иммунитет, то делать татуировку нежелательно. В таком случае вред от татуировки может быть очень сильным. Объединенная группа ученых из Великобритании и Дании установила, что токсины из чернил татуировок накапливаются в организме и могут вызывать онкологические заболевания, такие как рак. Они пришли к выводу, что красные чернила содержат ртуть, а синие и зеленые – кобальт. Эти металлы часто становятся причиной возникновения рака. В 13 из 21 вида чернил, которые используются в Европе для нанесения татуировок, при исследовании обнаружили канцерогенные вещества. Многие считают, что временные татуировки, которые наносятся хной, безвредны. Однако, на самом деле, в состав краски, кроме хны, входит парафенилнодиамин – вещество, способное вызвать аллергию и приводить к образованию рубцов. Также в качестве растворителя порошковой хны применяются вещества, в состав которых входит бензол, запрещенный как компонент косметических продуктов во многих странах. Бензол может провоцировать возникновение раковых опухолей у человека. Кроме того, процесс нанесения татуировки очень болезненный. Не каждый сможет вытерпеть такую боль несколько часов подряд. Если вы все же решились на татуировку, то выбирайте проверенный салон с хорошей репутацией, имеющий лицензию на право оказания такой услуги. Убедитесь, что мастер использует новые стерильные иглы, контейнеры с пигментом, полотенца, маски, моет руки и пользуется одноразовыми перчатками. Все это должно быть использовано лишь для одного клиента, после чего использованные материалы выбрасываются. Обстановка салона обязана быть совершенно стерильной. Убедитесь в том, что все оборудование подвергалось тщательной стерилизации в автоклаве. Мастер также должен давать клиентам устные и письменные инструкции о том, как заботиться о татуировке, а перед ее нанесением обязан надлежащим образом продезинфицировать место, где она будет сделана. Вам придется неукоснительно соблюдать все рекомендации по уходу за тату. Сразу после нанесения татуировки ее необходимо смазать антисептической мазью и накрыть повязкой. Примерно через сутки марлевую повязку можно снять. После чего надо промыть татуировку с мягким мылом, а затем аккуратно ее промокнуть. И уже потом обработать наколку еще раз антисептиком. При любых признаках попадания инфекции – зуд, жжение, покраснение кожи, повышение температуры, недомогание – немедленно обратитесь к врачу. Помните, что обращаться с татуировкой придется аккуратно всегда. Например, стараться избегать царапин и порезов. Они не только болезненные и чреваты воспалением, но также шрамы от них способны повредить или исказить вашу татуировку. Запомните еще одно правило. Людям, у которых есть тату, следует с осторожностью проходить некоторые медицинские исследования, например, магнитно-резонансную томографию, так как тату может воспалиться или загореться. Перед началом подобных процедур обязательно сообщите врачу-радиологу или технику, что у вас есть татуировки. Тогда будут приняты необходимые меры предосторожности. Современные технологии позволяют сводить любые татуировки за редким исключением. Если вы хотите удалить татуировку, обратитесь сначала к врачу,
а не в тату-салон. Врач поможет вам найти квалифицированных специалистов в области лазерной медицины и хирургии, которые имеют опыт удаления татуировок. Наиболее эффективный и щадящий метод удаления татуировки – лазерная шлифовка кожи. Для того, чтобы значительно уменьшить площадь рисунка, а иногда и полностью его удалить, может потребоваться до 12 сеансов в течение года. Легче удаляются черные рисунки, сложнее всего красные и желтые. В любом случае, в том месте, где находилась татуировка, неизбежно останутся шрамы. Кроме того, под действием лазера чернила будут испаряться, и ядовитые вещества начнут всасываться в кровь, принося вред вашему здоровью. В завершение еще раз настоятельно рекомендую тщательно взвесить все «за» и «против», если вы только хотите сделать татуировку. Не забывайте, что от этого решения может зависеть не только ваше здоровье, но и ваша жизнь. Любите себя и близких, не болейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!